Добрый день, коллеги! Повторение мать учения. Выпущу еще одно видео о том, как вывести концентрированную молочно-кислую закваску с нуля и как испечь ржаной хлеб на ней за 30 часов. В последнее время зарекомендовал себя у меня вот такой вот способ с применением ржаного неферментированного солода, который дает стопроцентный гарантированный результат. 30 грамм солода нам потребуется. Солод можете брать любой, ржаной, можете брать ячменный, пшеничный, какой хотите. Он нам нужен лишь как источник молочно-кислых бактерий и как осахаривающий компонент. Солод надо грубо подробить в кофемолке. Для разведения КМКЗ, да и не только, пользуемся точными измерительными приборами, а не мерными стаканчиками. К ржаному неферментированному солоду добавляем муку ржаную, обойную или цельнозерновую в количестве 90 грамм. Цельное зерно наилучшим образом осеменено различной микрофлорой, а вот мука очищенная, например, обдирная, уже содержит молочно-кислых бактерий гораздо меньше. 12 мл уксуса 5% содержания, можно 6%, а вот если у вас уксус 9%, то нужно его уже будет не 12 мл, а, наверное, почти в 2 раза меньше. Вода температурой 45 градусов, 216 мл. Уксус можно брать любой, яблочный, столовый или винный. Ну а вот бальзамический, конечно, брать бессмысленно. Зачем нам нужны все эти ароматические компоненты при выведении концентрированно-молочно-кислой закваски? Уксус в небольшом количестве подавляет вредоносную микрофлору, а также задает начальную кислотность среды, что приведет к тому, что молочно-кислые бактерии начнут немедленно и с большой скоростью размножаться в этой смеси. Влажность КМКЗ составляет 190%, на 100 грамм муки 190 мл воды или жидкости. Уксус берется в количестве 10% от веса муки в КМКЗ. Я готовлю чуть больше, чем из 100 грамм муки, поскольку собираюсь провести потом еще, кроме выпечки, пару экспериментов. Аккуратно вытираем края посуды, чтобы они не были запачканы мукой и водой, и накрываем все сверху пленкой пищевой для предохранения от контакта с кислородом и предохранения от выпадения конденсата. Далее нам потребуется прибор для поддержания температуры в 40 градусов Цельсия. Коллеги, именно 40 градусов Цельсия. Я не знаю, я уже говорил об этом, наверное, 100 раз, но все равно почему-то еще многие из вас пытаются разводить КМКЗ и при 45 градусах, и при 35 градусах, а некоторые даже при 50 градусах. Обычно для того, чтобы такая смесь закисла, нам потребуется около 24 часов при температуре 40 градусов Цельсия. Тем не менее, практика показала, что где-то через 15 часов после постановки КМКЗ имеет смысл ее перемешать для улучшения закисания. На основе моего опыта могу сказать, что бывает по-разному. Иногда уже даже через 15-16 часов появляется небольшой кисломолочный аромат, но чаще его нету. КМКЗ у нас сладковатая на вкус в данный момент, никакой кислинки в ней не наблюдается. Перемешиваем ее и оставляем ее бродить дальше. Обычно этот второй этап происходит уже ночью. Накрываем КМКЗ сверху новой пищевой пленкой и опять помещаем в прибор для поддержания температуры.
Прибором для брожения может быть йогуртница, мультиварка, коврик подогревающий, все что угодно, что может держать температуру в 40 градусов. Ну что ж, дорогие коллеги, прошло 24 часа. Обычно к этому моменту КМКЗ закисает, и на ней можно будет уже поставить опару на выпечку хлеба. Обратите внимание, что если бы мы разводили сейчас традиционную закваску, то пришло бы время перейти к фазе номер 2, которых будет еще 5 или 6. Ну а мы тем временем начнем уже печь хлеб. В этом как раз большое отличие КМКЗ от закваски традиционной по части ее разведения. Вкус у КМКЗ после 24 часов должен быть кислый, слегка сладковатый из-за присутствия в ней солода. Консистенция первой фазы обычно жиже, нежели чем КМКЗ, которая будет у нас регулярно позже освежаться. Проверю я сейчас кислотность первой фазы: 14,5 грамм КМКЗ, 100 мл дистиллированной воды. Почему 14,5 грамм? Потому что нам нужно 5 грамм муки, и, соответственно, к 5 граммам муки прилагается еще 9,5 мл воды, которые находятся в КМКЗ при влажности 190%. Перемешиваем эту смесь и оставляем ее минут на 15-20 в стороне. Ну а я тем временем буду ставить опару. Потребуется нам на выпечку из 1 килограмма ржаной муки обдирной 290 грамм КМКЗ, что соответствует 100 граммам муки и 190 миллилитрам воды в КМКЗ. Добавляем 420 миллилитров теплой воды температурой около 35 градусов Цельсия. При выпечке ржаного хлеба на КМКЗ опарным способом почти вся вода расходуется на постановку опары. Туда же добавляем 6 грамм дрожжей прессованных или 2 грамма дрожжей сухих и хорошо перемешиваем. Мука ржаная обдирная 500 грамм. Итого в опаре у нас будет 600 грамм от муки на выпечку. Хорошо перемешиваем опару. И еще хочу сказать пару слов, что обычно КМКЗ первого этапа, она не такая кислая, как КМКЗ, которая ведется постоянно, периодически освежается. То есть после первого освежения мы еще явно не имеем максимально возможную кислотность. Чуть позже мы увидим, что нам покажет pH-метр. Время брожения опары 3 часа при 29 градусах Цельсия. Если температура получилась больше, надо чуть подождать, чтобы температура упала. За температурой надо следить в течение всех 3 часов. И, например, можно подогревать опару путем помещения ее в духовку и включая на короткое время режим конвекции при минимальной температуре. Таким образом мы будем корректировать или, по крайней мере, не давать температуре опары сильно падать. Ну вот буквально 2 раза за 3 часа я включаю обдув на 2 минуты при 30 градусах, и этого достаточно, чтобы температура опары не падала. Ну а вместе с опарой желательно подогреть и 400 грамм ржаной обдирной муки на тесто. Ну а я тем временем вернусь к проверке кислотности разведенной КМКЗ. Обычно pH хороший КМКЗ должна лежать в диапазоне от 3,6 до 3,8. Ну, у меня вот получилось 4. Это еще очень мало для КМКЗ, но вполне достаточно для того, чтобы испечь технически грамотный ржаной хлеб. Если вы не уверены, то для первой КМКЗ желательно к времени брожения опары накинуть 30 минут, то есть дать ей 3 часа 30 минут вместо 3 часов. Я этого не делал.
Добавляем 190 мл воды температурой 45 градусов к остаткам КМКЗ. И это у нас будет второе освежение. Обычно КМКЗ освежается 1 к 9. Время брожения 12 часов. Туда же добавляем 100 грамм цельнозерновой ржаной муки и хорошо перемешиваем. При освежении 1 к 9 КМКЗ закисает за 12 часов до максимальной кислотности. Вполне возможно, что она закиснет и быстрее, например, за 10 часов, но нам желательно не играть в рулетку, а дождаться полных 12 часов и быть уверенными, что она набирает максимально возможную кислотность. Хорошо перемешиваем, чтобы не было комочков. Для этого я пользуюсь вот таким вот маленьким венчиком. При освежении КМКЗ из холодильника обычно надо будет взять 33 грамма КМКЗ, 190 миллилитров горячей воды температуры 53 градуса Цельсия и 100 грамм муки. На этот раз пленка нам уже не потребуется. Опять помещаем все в инкубатор. Кислотность изначальная задана, КМКЗ бродит быстро и никакого плесневения происходить уже не будет. Соль 15-20 грамм, разведенная в 50 миллилитрах горячей воды. Добавляем к опаре. Опара имеет приятный спиртовой кисломолочный аромат. И хорошо перемешиваем. Туда же добавляем 400 грамм ржаной обдирной муки, которая у нас грелась вместе с опарой. И замешиваем тесто. Ну, муку вот желательно греть, поскольку при производстве хлеба на КМКЗ в тесто идет уже очень мало воды, и задать начальную температуру теста не так просто. И единственный способ, который остается, это подогреть муку вместе с опарой хотя бы до 27 градусов Цельсия. Но все это согревание скорее имеет смысл только зимой, летом же все будет работать и без дополнительного подогрева. 67% влажность у меня теста. Какая будет у вас, я не знаю. Это зависит от влагоемкости вашей муки. Тесто, на мой взгляд, получается мягковатым, но это и понятно, поскольку КМКЗ первое не имела достаточной кислотности. Температура теста должна быть 30 градусов Цельсия, а время для первого хлеба дайте 90 минут. Обратите внимание, сейчас у нас всего лишь второй день, обеденное время, а мы уже приступаем к формовке хлеба. Те же, кто печет на традиционной закваске и разводит ее с нуля, они все еще ждут, когда у них закончится фаза номер 2. При этом после того, как вы испечете свой первый хлеб на традиционной закваске, скорее всего, он вам не понравится, вы пойдете в интернет, начнете искать, почему хлеб получился не такой вкусный, как я хотел, почему он не кислый и так далее. И вам начнут давать советы, что заквасочка должна набрать силу, попечь на ней надо для начала пару месяцев, и вот только потом хлеб начнет получаться как надо. У КМКЗ все эти недостатки отсутствуют, и уже первый хлеб, который мы печем всего лишь на второй день с момента ее разведения, получается такой, как надо, и никаких недостатков у него нет. Самый популярный вопрос у меня на канале – это где купить ржаной солод. При этом ни здрасте, ни до свидания, ни указания места проживания. О чем думают люди, которые задают такой вопрос в такой форме на YouTube, мне просто непонятно.
Дорогие коллеги, задающие такие вопросы, я телепатическими способностями не обладаю и помочь вам ничем не могу. Ну а тем временем кусок теста, подкатанный в шар, надо хорошо обвалять в муке, при этом обваливаем его в муке с той стороны, где находятся швы. После чего помещаем швами вниз в расстоечную корзину и слегка утрамбовываем сверху. Окончательная расстойка в тепле занимает около 45 минут. Пока хлеб расстаивается, нужно уже прогреть камень в духовке в режиме конвекции. Температура 260 градусов Цельсия. Ну вот 45 минут будет вполне достаточно, чтобы он хорошо прогрелся. Обычно йогуртница держит температуру в районе 45 градусов Цельсия. Это много для разведения концентрированной молочно-кислой закваски. Купите себе терморегулятор для йогуртницы, и вы сможете контролировать температуру в любом диапазоне и очень просто развести КМКЗ. Опрокидываем хлеб на хлебопекарную бумагу. Лучше пользоваться многоразовой, она держит высокую температуру, не подгорает и хлеб к ней не прилипает. Подпыляем хлеб сверху мукой для красоты, чтобы он был белый, а трещины были темными. И выпекаем в духовке первые 12 минут. Выпекаем при 260 градусах Цельсия. При этом для первых 5 минут добавляем пар, потом пар удаляем, допекаем до полных 12 минут при 260 градусах Цельсия. И затем еще примерно 40 минут допекаем при температуре 200 градусов Цельсия. Ну что ж, коллеги, 30 часов 53 минуты заняло у меня приготовление этого хлеба с нуля. Я сейчас собираюсь пробовать свежий ржаной хлеб, а те, кто готовят традиционную ржаную закваску, они все еще ждут, когда у них закончится фаза номер 2. Я уже разводил КМКЗ много раз, могу отметить, что хлеб, испеченный на КМКЗ, в нем всегда присутствует во вкусе кислинка, если, естественно, все делать по временным рекомендациям и температурным. Аромат бывает разный, иногда больше аромата, иногда меньше, но, на мой взгляд, качество получается у хлеба всегда выше всяких похвал. Мякиш не липкий, как вы видите, все технически приготовлено правильно. Ну а мы тем временем вернемся к нашей КМКЗ, фазе номер 2. Прошло уже 12 часов. Вот так вот она выглядит после 12-часового освежения. Как вы видите, она уже не такая жидкая получается, как фаза номер 1, и цвет меняется с рыжеватого на кремовый. КМКЗ надо освежать раз в неделю, 1 к 9 в течение 12 часов при температуре 40 градусов Цельсия. Ну а я тем временем сейчас проверю, какова кислотность у фазы номер 2. 14,5 грамм КМКЗ, 100 мл дистиллированной воды. Хорошо перемешиваем и оставляем на 15-20 минут настояться и раствориться. Увеличение КМКЗ в процессе брожения не означает, что она заразилась дрожжами, а означает, что вы поймали гетероферментативные молочно-кислые бактерии, которые производят углекислый газ. По моему опыту, около 80% всех КМКЗ начинают увеличиваться в объеме при освежении. Через 20 минут еще раз перемешиваем.
и измеряем pH. Ну что ж, 3,7 получилось pH, это уже очень неплохо для КМКЗ. Напомню, что pH традиционной закваски находится в районе четверки, и то, если вам повезет. Ну а я на этом с вами прощаюсь и до следующего раза.